Ребята, всем привет! Настал тот самый день X, когда мы едем в нашу новую квартиру. Показать вам, какой дизайн-проект мы сделали. Наконец начинается ремонт. Я полностью прошла трехмесячный этап подготовки проекта, его визуализации, создания рабочей документации. И сейчас я с гордостью передаю пальмовую ветвь. Уже всего готово. Все картинки есть, какой материал закупать надо, тоже уже все есть. Саньку. И он будет договариваться. Вот, и сейчас, как мы вам и обещали, мы покажем вам 3D-тур по нашей квартире. Расскажем вместе с дизайнерами, с которыми мы работали. И дальше уже начнется самое интересное, это реализация. Мы будем все время ее снимать, каждый этап. Процесс реализации – это просто бомба. А знаете, в чем бомба? В том, что мы взяли авторский надзор. Это обязательно. Это то, что избавит нас полностью от геморроя. Это люди, профессионалы, которые будут помогать нам, которые будут полностью контролировать стройку, которые будут приезжать на стройку, которые будут сверять все материалы, цвета подходили, чтобы картинка, которую мы задумали, при реализации проекта она оказалась максимально похожей на то, что нарисовано. Очень часто происходит так, что вам рисуют одно, особенно 3D-визуализация сейчас очень крутая. Сейчас специалистов просто безумно много, их пруд-пруди, они рисуют красиво. Они могут нарисовать вам такой топ, но потом вы ни один светильник не найдете, не будете знать, в каком магазине его купить, ни один диван вообще в природе существовать не будет. И тогда вы просто возьметесь за голову и скажете: «Мамма мия». Крутой, хороший ремонт стоить будет процентов 60-70 от стоимости квартиры. Такая у нас парковочка, 2 места. Это ребята из квартирного вопроса. На самом деле нет, они тоже снимают, у них канал. Они снимают для своего, поэтому будет и у нас, и у них. Собственно говоря, что мы делаем? Мы сейчас идем в квартиру. И там познакомимся. И там будем знакомиться и показывать, что у нас будет в интерьере. Поехали. Здесь мох появился, кстати, модная штука. Он настоящий? Он как Ленин. Как Ленин, да. Его забальзамировали, и он типа был когда-то. И он останется навсегда такое. Классное решение, да? Ну, на самом деле уже из моды выходит. А что в моде? Черное дерево, крупноформатный керамогранит, мрамор черный. Как у вас, короче. Все как у вас, короче. Отлично, погнали. Мы заходим в квартиру, и сразу же нас встречает аквариум. Да, то есть он будет каждый день вас встречать и радовать вот своими рыбками. Так как у нас планировка, неправильной формы квартиры, да? А что значит неправильно? Неправильной формы, правильно это когда квадрат, да, то есть когда ровненько все, да, это неправильно, когда у нас небольшие такие углы. Это не значит, что... А это хорошо или плохо? Это замечательно. Это наоборот круто, смотри. Круто. Не как у всех, значит. Видишь? Это наша планировка. Да, это наша планировка. То есть Саш, мы сейчас... познакомься. Мы уже с ней знакомы 4 месяца, а ты А как вот ты, бы... да? Вот, мы сейчас находимся здесь, да, то есть вот в этих как раз-таки шкафах у нас будет аквариум, и в дальнейшем, если вдруг нам нужно будет продать квартиру, а там вода или какому-то человеку не нужен будет аквариум, мы просто заменим его на обычные шкафы. Квартира у нас делится на 2 зоны, да, с левой стороны у нас общественная зона, это кухня, гостиная, столовая, где вы будете принимать друзей, гостей и всех остальных, а правая часть квартиры – это личная зона, куда не будет попадать лишний глаз. Это на самом деле очень круто, и это удачная планировка, потому что ты когда заходишь, обычно проблема, вот гости приходят, в спальню запускать как-то некомфортно, да, то есть у тебя друзья все находятся вот в этой зоне, вся тусовка здесь сразу при входе, а когда там личные вещи какие-то хранятся, все там, никто туда вообще не попадает. Круто. А еще есть прикол, да, то есть ты вот сидишь такой в трусах, а тут курьер к тебе приходит, а он рыбок видит, тебя не видит. И все будут, о боже, все будут заходить все время. То есть у нас сейчас аквариум стоит не напротив. У нас курьеры задолбали. Реально задолбали. Ой, это пирог. Я так люблю рыбок, а что это за рыбки? Хочешь покормить, да? Представляешь, когда будет... Надо автомат поставить, знаешь, денежка, типа 100 рублей суешь и кормишь. И сразу же наш коридор у нас, да, то есть он нас провожает именно в гостиную комнату. Красота. Вот это у нас угол, вот здесь у нас будет диван. А растения живые будут? Конечно. Естественно. Но если ты будешь их плевать. Слушай, ну мне очень На самом нравится. деле, мне вот все говорят, что очень странно смотрится, типа этот ковер, вот второй. Но мне очень понравилось. Мне тоже сначала показалось странным, потом мне понравилась идея, потому что он создает такую, знаешь... Контраст фактур получается. Да, фактур. И мне кажется, на этом ковре как раз-таки можно все время валяться на полу. То есть это тоже прикольно. Вообще, на самом деле, у нас, в России не принято лежать на полу, да, то есть, во многих странах, где я путешествовал... Но мы же как бы путешественники, да, понимаешь? Да, то есть, постоянно, я в Аргентине, когда был 3 месяца жил, там народ весь сидит на полу на
этих коврах. Единственное, что с этим диваном будут вопросы, да, то есть мы сейчас продумаем его, это нереальный диван, его нужно будет делать на заказ, потому что у нас скошенный угол, и мы хотим сделать диван Повторить тоже. форму Да. окна. То есть вот мы будем искать того поставщика, который сможет реализовать эту идею. Вот этот вот ракурс, видите, ребят, у нас здесь будет система хранения, то есть у нас вот тут вот пойдет стена, да, дальше будет система хранения на 20 сантиметров, и видите, у нас здесь сделана такая черная полоса. Часть этой черной полосы – это ТВ, а остальное – это фасады, которые будут сделаны темным стеклом. По бокам еще колонки встроены. Да. Вот здесь вот колонка встроена вот в этих фасадах, видишь, речных. И тут встроенная аудиосистема будет. Почему мы шкаф решили с этой стороны сделать? Вот здесь. Потому что мы вот с Пашей очень долго спорили. Ну, как спорили? Я на самом деле прислушивалась. Вот, но мне все казалось... Мне казалось, ты спорила. Вот здесь, вот эта стена, она напротив окна, и меня очень сильно пугало. Я была уверена, и все дизайнеры до этого, мне все предлагали именно делать диван с этой стороны. Но никто не догадался от практичности всей этой истории, то, что мы реально теряем практичность этой стены. Ну, конечно, ты же шкаф не У поставишь нас бы на окно. нигде не получилось шкафа, и мы бы реально потеряли огромное место хранения в гостиной. Если То есть- посмотреть, да, вот здесь получается, вот на плане вот этот весь угол, да, это у нас шкафы. Эти шкафы глубиной 400, эти шкафы глубиной 600, а вот здесь аквариум. То есть здесь еще два больших полноценных У шкафа. нас здесь все в хранении. Вообще мы старались по максимуму использовать максимум хранения, чтобы везде были шкафчики. Перейдем Так. на кухню. Кухня вообще у нас просто топ. Вот здесь. Да. Здесь Ну, получается- представим, что у нас здесь нет вот этой стены, вообразим. У нас вот эта зона будет открытая. То есть кухня, гостиная, столовая. Мы ее совмещаем. С правой части, вот здесь вот, получается, у нас колонны, где есть встроенный холодильник, техника, да, вот вся вот эта высокая часть. А с левой стороны получается как остров, прислоненный к стене. И рабочая поверхность вон там вот в углу. Получается как бы очень удобно, там вот в этом месте кто-то готовит, вот здесь вот кушают, все как бы в одной тусовке происходит, да? Идея вот такой кухни и совмещенной гостиной в том, чтобы, например, к вам приходят гости, да, то есть ты там, может быть, что-то хочешь приготовить, да, то есть и чтобы тебе не стоять где-то в отдельной комнате там готовить, а ты можешь это делать лицом к твоим гостям и общаться и быть. Да, мне хотелось очень остров. То есть вот, ну, полноценный На Мальдивы. остров. Полноценный На Мальдивы давай. Хорошо, закрываем эту тему с кухонным островом, открываем тему с островом на Мальдивах. У нас здесь нет вытяжки никакой, вытяжка спрятана прям в самой плите. Со стороны всегда людям кажется, они вот смотрят, ты им планировку выкладываешь, они такие, да здесь же вот так можно сделать, здесь вот так. На самом деле, когда ты уже начинаешь прикидывать размеры, ты понимаешь, что вот то, что видно глазом, это не всегда возможно реализовать, поэтому это максимально крутой вариант, мне кажется. Такая маленькая квартира, кажется, да? Ты знаешь, на самом деле здесь потолки сколько? 3,25? Да. Здесь 3,25 потолки, как бы, ну, в целом просто... Ну смотри, у тебя 10 сантиметров идет Я слишком помню, да. Наш стиль называется, он выдержит его? Да. Современный минимализм выдержит? Современный. Я бы сказал, contemporary. Помещение вытянутое, вот такая длинная, да? Колбаса. Колбаса мы ее называем, вагон. Вот. И мы этот вагон разделили для того, чтобы здесь разместить максимум шкафов. И в ней нет никаких дверей. Для того, чтобы сэкономить место, можно было спокойно передвигаться. Ты заходишь, у тебя все вещи на виду. Вот смотри, вот мы открываем дверь, да, то есть и видим у нас, во-первых, здесь открытые вешалки. Здесь у нас будет зона мейкапа для тебя, да, чтобы Да, ты только могла- это будет выглядеть не так. Ну, таких промежутков не будет. У нас обычно все сдавлено. И ты просто втискиваешь туда. Ожидание Какой, реальности. да. То есть здесь у нас вешалки, да, с левой стороны у нас тоже есть шкаф. И вот здесь вот стеклянная дверь, это у нас будет вход в ванную. То есть мы из спальни можем зайти в гардероб, мы из спальни можем зайти в хозяйский санузел. Мы сделали ванну в темных тонах. Это у нас крупноформатный керамогранит. Он такой с золотыми прожилками. Мы Трендовый, использовали... кстати. Да, трендовый такой. 2019 года. Сейчас просто в Милане был на выставке, и вот прям вот этот керамогранит, вот этот мрамор, он самый популярный из производителей. Ну, круто смотрится. То есть у нас прям у нас получается две раковины, с левой стороны у нас ванная, и обрати внимание, что у нас все смесители, они черного цвета, да, то есть они не выделяются, именно вот в этом санузле они черные, это тоже такая трендовая тема. Пошли в спальню. Ну, вид такой пока себе, ребят. Слушай, кстати, здесь тоже река видна. Прикольно. Конечно, Да, надо, чтобы расцвело. Так, что, у нас здесь спальня, у нас здесь кровать,
И у нас задняя стенка кровати – это деревянные панели. Мы сделали зеркало именно в этой части, потому что мы разделили помещение, оно становится чуть меньше. Чтобы визуально увеличить, мы вот тут зеркало ставим, чтобы как будто бы кажется, что там еще есть проход. И получается такая стильная, минималистичная спальня. Добро пожаловать в мой кабинет. Пожалуйста. У нас, во-первых, здесь будет столешница, она будет идти напротив окна. То есть Сделали здесь кучу розеток сразу встроенных, для того, чтобы тебе гаджеты, камеры заряжать, вообще все, что необходимо, все там. Практически Москва-Сити у тебя тут минимум 360, ну ладно, 360. Панорамное остекление, вид. 180 есть. Да, ребят, вот эту всю землю выкупили под застройку, то есть скоро здесь, я надеюсь, сильные небоскребы, конечно, не будут, но вид будет почетче. Здесь будет парк, с той стороны будет дорога, а здесь будет мост, по которому можно переехать на ту сторону. На самом деле была идея сделать так, чтобы и для мальчиков... Они бы классно сделали, да, и мне нравится и то, и то. Смотри, если вот на эту стену смотреть, то есть с той стороны у нас гостиная, да, там вот как раз таки наш шкаф, а вот с этой стороны у нас здесь диванчик, можно Нереально. Очень сидеть, да, то есть читать книжку маленькому ребенку, да, то есть здесь есть подсветка и вот такая конструкция, которая имитирует дерево. Хотел бы, ребят, я вам показать свою детскую, какая у меня была, какая сейчас есть у современных детей, конечно. Да, вот это все будет делаться на заказ. Будет стоить дорого, понятно, да, когда говорят на заказ. Не, ну смотри, что ты будешь делать. Это икеевский диван, икеевские подушечки вышитые, да? Нет? Это не наш случай. В общем, ребят, мы выложим проект, выложу ссылку в описании. Если вы знаете, где можно подешевле такой купить, пишите мне сразу, приеду, куплю по-любому. Смотрите, еще один вопрос сразу такой. Когда ребенок маленький, он там все трогает, все у него падает. Вот в этом проекте это учтено хоть чуть-чуть? Обязательно, во-первых, встроена система хранения, ну то есть отдельных каких-то предметов крупных нету, если ты заметишь. В общем, скинул одному дизайнеру. На самом деле обсуждать одним дизайнером другим, это, ну, сами понимаете, это ерунда, да? Но он мне написал такую фразу: современку с арт-деко совмещать, это, конечно, не мое. На самом деле, знаешь, сколько людей, столько и мнений, а можно совмещать все что угодно, да, то есть и на самом деле совмещение стилей, да, то есть оно как раз-таки и создает что-то новое. Да, сразу такой вопрос. Я просто не знаю, как Настя с вами работала, да, ну, то есть я вообще на это, ну, вы знаете, да, я в дизайне интерьера не участвовал, потому что я считаю, что у меня вкуса нет. Как делать тем людям, у которых вкуса вообще нет? Вот как с вами работать? Они приходят и говорят: я хочу нормальный, клевый ремонт. На самом деле проще, в этом случае мы предлагаем. То есть мы уже показываем какие-то разные решения. Готовые. Смотрим на реакцию, да. То есть показываем, говорим: вот, посмотри, как тебе нравится, не нравится. Он говорит: ну да, вот это клево. А что именно зацепило тебя? И мы выясняем детали. То есть, в принципе, в любых случаях можно работать. Ну, в вашем случае, вот если холостяк, вы ему посоветуете шест сделать, например, нет? Ну, то есть какие-то... Ну, если мы выясним, смотри, мы задаем вопрос, у тебя приходит, у тебя бывают случаи, когда это необходимо. Ну, бывали такие случаи? То есть? Да, были запросы. Потому что я был в квартире, где есть шест, поэтому я спрашиваю. Хорошо. Второй вопрос. Я показал своему партнеру, говорю, ну, он как раз ремонт сейчас в доме, у него 600 квадратов, он там делает дом, и он говорит: слушай, вот я первое, что в глаза бросилось, это инженерная доска. Я вообще даже не знал, что такое есть инженерная доска, потому что я знал, что паркет есть, я знаю, что есть паркетная доска и ламинат, да? Он говорит: инженерная доска. Это все классно, это красиво, дорого смотрится, но через 3 года у тебя все будет кривое, все развалится. Это правда? Ну, то есть, он говорит, это не практично. Смотри, очень важно. Первое, кто будет укладывать эту доску. И второе, что инженерную доску обязательно нужно приклеивать к полу. Если ты... Ну, мы даже паркетную приклеили у себя. И паркетную, да, тоже нужно Как у тебя с приклеивать. паркетной доской дома? Идеально вообще. Ну, Есть щели то же какие-то? самое. Инженерная и паркетная доска принципиально вообще ничем не отличается. То есть это одно и то же. Ну, это маркетинговый ход. Да, там типа мы сделали Потолще, да? слой финишный, и теперь это инженерная доска. Понятно. И она Да, то круче есть, там. по сути, это одно и то же, да? Ну, то есть, по сути, можно заменить, если что, на паркетную, без проблем. без проблем. В общем, ребят, вы на самом деле очень много всего рассказали. Давайте теперь с вами наконец-то познакомимся. Павел Герасимов. Алексей Иванов. Мы дизайнеры и руководители мастерской геометрии. В общем, у нас есть YouTube-канал, мы делаем современные интерьеры, в основном жилые. То есть мы делаем квартиры, дома и показываем, как мы это делаем. То есть мы Давно на рынке? 6 лет. Отлично, то есть долину смерти прошли, можно сказать. Да, мы еще с ними разругались. На самом деле мы про вас очень много слышали, вот, и даже сейчас ваши работы воруют. Вот я недавно буквально, да, вам скинул, что кто-то своровал. Это самое приятное. Да, и выдают за вас, да. Это же прикольно. В общем, я оставлю на ребят ссылочку. Весь наш ремонт, весь наш проект, все этапы. Вот ребята будут делать технический надзор, да, это называется? Или как? Это авторский Авторский надзор. А что такое авторский надзор?
смотри, да, то есть раз в неделю приезжает человек на объект и сверяет то, что на чертежах, и то, что строители выстроили. Авторский надзор, он отличается от технического надзора, потому что на авторском надзоре мы смотрим не технологию, А соблюдение мы смотрим дизайна. соблюдение дизайна. То есть задача основная авторского надзора, чтобы ничем не отличалось от картинки. Я буду очень много путешествовать, я буду стараться тоже приезжать и снимать как можно чаще, что у нас здесь происходит. Но основной все-таки будет у ребят, поэтому переходите по ссылке, если не хотите пропустить все тонкости. Я думаю, у вас там и будет техническая часть, да, то есть будете все рассказывать. Я тоже постараюсь все это дело сделать, но сами понимаете, что я редко бываю в Москве, а сейчас у меня начинается путешествие, сейчас на 2 месяца уезжаю. Поэтому постараемся запустить как можно быстрее стройку и смотрите у ребят в том числе. Все, ребят, спасибо большое. Давайте. Надеюсь, вы меня не подведете. Сделаем все лучше. Ребята, добро пожаловать ко мне домой. Эта квартира 200 квадратных метров и стоит 120 миллионов рублей. Но, к сожалению, это не моя квартира. Здесь у нас будет барбекю, камин, здесь верблюды. Это кухня. Потолки 4 метра. Представляете, это целый этаж. Вот, в общем, одна квартира на одном этаже. Давай. Давай, описывай. Просто весь смак Описывай. этого комплекса, весь смак этой квартиры просто вот так вот ты описал. Все ждут. Квартира, 200 метров с огромными потолками в центре города. В комплексе на этаже одна квартира всего. То есть, представьте, у вас свой личный лифт, он приезжает, выводит вас, и вы такие заходите к себе в квартиру, идете, а у вас там вид на пруд. Пойдем. Настя, ты что, продаешь, что ли, квартиру? Нет, я покупаю. Просто посмотрите, какой вид. Это самый крутой вообще комплекс. Здесь будет пруд. Так этот комплекс выглядит изнутри. Внутренний двор. Это наш первый обед в нашей новой квартире. Саш, кстати, помнишь, мы с тобой, когда сделали ремонт, ты помнишь, в нашей квартире, в которой мы сейчас живем, мы с тобой тоже шли, закупались этими одноразовыми салатами. Аж до трясучки. Так вкусно, да? Вообще нам здесь нравится, классное место. Здесь набережная, можно бегать будет. Все позже вам покажу и расскажу. Приятного аппетита. Если вы хотите принять участие в нашем проекте по ремонту, я оставлю ссылочку в описании. Переходите, заполняйте анкету, и мы обязательно с вами свяжемся. Ищем рабочих, строительные материалы, мебель, технику. В общем, все, что нужно для ремонта. Если вы знаете, где купить дешевле, где лучшее качество, хороших поставщиков, пишите в комментариях, либо заполняйте анкету. Спасибо.